манишку с красивыми ажурными листочками я уже показывала, как вязать. А сейчас покажу, как вязать обычную теплую манишку. Я набираю на спицы 48 петель. Вязать я буду из толстой пряжи, поэтому петель мало. И размер тоже манишки будет небольшой, детский. Если вы хотите набрать петель больше, вернее, чтобы размер был больше, нужно, и если пряжа у вас тоньше, то набирайте больше петель. Как вы дальше увидите, у нас 8 петель идет на регланной линии, и количество петель должно быть 8 плюс число петель кратное 4. То есть у нас 4 части и плюс еще 4 регланные линии по 2 изнаночные. Ну, смотрите дальше, вам все будет понятно. Вот я замыкаю вязание в кольцо и начинаю вязать резинку 1 на 1. Первая петля лицевая, вторая изнаночная. Снова лицевая и дальше изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так вяжу по кругу до нужной высоты. У меня тут сантиметров 14. Вы сами в результате примерки можете определить, какая высота вам нужна. И начинаю вязать саму манишку, расширение. 2 петельки я вяжу изнаночными и 10 петель лицевыми. Изнаночные петли — это у нас будет регланная дорожка. Перед 2 изнаночными и после 2 изнаночных через ряд мы будем добавлять петельки. Вот я довязала 10 лицевых, снова вяжу 2 изнаночных. И дальше снова 10 лицевых и 2 изнаночных до конца ряда. Всего так я повторю 4 раза. Отмечен начало ряда у меня вот 2 изнаночные, 10 лицевых. И делаю накид перед изнаночными. Дальше 2 изнаночные. Снова накид. И дальше вяжу лицевыми до следующих изнаночных. Перед изнаночными и после снова делаю накиды. И так вяжу до конца ряда. Вот уже дошла до регланной линии. Накид. 2 изнаночных. Накид. И дальше лицевые. В следующем ряду накиды я вяжу скрещенными лицевыми, чтобы не было дырочки. Дальше 2 изнаночные. Снова накид скрещенный лицевой за заднюю стенку, то есть. И дальше вяжу лицевые. До следующей регланной линии. И провязываю точно так же. Накиды провязываю скрещенными лицевыми. Дальше 2 изнаночные.
снова накид скрещенный лицевой и лицевые. Вот что получается. Все накиды закрыты. Нечетные ряды, это третий ряд у меня будет, снова вяжу с накидами. Накид 2 изнаночные, накид и дальше лицевые. Точно так же до следующей регланной линии. Лицевые, накид, 2 изнаночные, накид и дальше до конца ряда. Следующий ряд снова закрываю накиды. Вяжу накид скрещенный лицевой, 2 изнаночные, накид провязываю скрещенный лицевой и лицевые до следующей регланной линии. С такими расширениями я провязала 6 сантиметров и сейчас буду вязать на половине петелек. Вяжу 2 изнаночные. Эту часть я вяжу как обычно. Вяжу лицевые петли. На регланной линии расширение снова накид, 2 изнаночные, накид. И дальше вяжу лицевыми до следующей регланной линии. Но я не довяжу 2 петельки. И с этого момента буду вязать поворотными рядами. Буду выполнять частичное вязание. Вот у меня осталось 2 петельки до регланной линии. Я поворачиваю вязание, делаю накид и вяжу изнаночными петлями. Изнаночными петлями я вяжу до регланной линии. И здесь накид я провяжу изнаночными скрещенными. Провяжу за переднюю стенку, чтобы снова не было дырочки. Я накид делала немножко неправильно, поэтому переснимаю и вяжу дальше. Вяжу до следующей регланной линии. Снова не довяжу 2 петельки. Это делается для того, чтобы перед был длиннее, чем спинка, чтобы грудь была закрыта. Вот 2 петельки осталось, я поворачиваю вязание, 2 петельки до изнаночных, делаю накид и вяжу точно так же. Вяжу лицевыми, затем регланную линию, как обычно, с накидами, и снова не довяжу 2 лицевые. С обеих сторон я должна не довязать 3 раза по 2 петли. Вот считаем. 1, 2 вместе с накидом, 3 и так, 3 у нас не довязаны. И вот отсчитываю 3 петельки, там накид 4 и снова поворачиваю вязание, делаю накид и вяжу. Продолжаю вязать точно так же, только сейчас
не довязываю с каждой стороны по 3 петли. И делаю это 3 раза. Регланную линию в середине тоже продолжаем вывязывать, то есть в лицевых рядах делаем накиды, в изнаночном их закрываем. Вот регланная линия у нас. Закрываем изнаночной скрещенной, вяжем 2 лицевые, снова изнаночная скрещенная и изнаночные петли до конца ряда. Просто вяжу изнаночные. Не довязываю уже 3 петли. Ворачиваю вязание, накид и снова вяжу лицевыми. Вот что у нас. 1, 2, 3, по 2 петли. 1, с накидом 2 и 3. И делаем последний накид и вяжем. Сейчас я должна провязать один ряд лицевыми петлями. Вернее, не лицевыми, по рисунку. Самое главное в этом ряду то, что там, где встречаются накиды, которые мы выполняли, вот сейчас его видно при частичном вязании, я его должна провязать с соседней петелькой, так, чтобы не было дырочки. Вяжу по рисунку, снова встречается накид, я провязываю его с соседней петелькой. И так до конца ряда. Такие петельки не везде, только на передней части. Здесь видно, что никаких дырочек нет. И закончив этот ряд, я начинаю вязать резинку. Одну петельку вяжу изнаночной, другую лицевой. Одна изнаночная, лицевая. И так по кругу я вяжу 3 ряда. Вот резинка связана. Чтобы край лицевой глади не загибался, и я начинаю закрывать петли в ритме резинки. То есть, если вторая петелька лицевая, я провязываю 2 петли лицевой, снимаю провязанную петельку и провязываю 2 изнаночные. Снова надеваю петельку на левую спицу и дальше провяжу лицевыми. Манишка готова, сзади короче, спереди длиннее, хорошо будет горлышко и грудь закрывать. И ее легко очень можно размер увеличить. Если у вас нитки тонкие или если размер нужен побольше, это детская манишка. Как мы считаем? 8 петель реглана, по 2 изнаночные, помните, на каждую линию, и прибавить нужное количество петель, умноженное на 4. То есть 8, допустим, плюс 15 у нас будет 68 петель, мы набираем для резинки, или любое другое количество. Если хотите сделать подлиннее сзади, то вяжите подольше, прибавление по кругу, то есть до того времени, как начнете выполнять частичное вязание, вот эту переднюю часть. Если хотите, чтобы вся манишка была, вернее, перед был длиннее, тогда при частичном вязании, когда мы вяжем перед, нам нужно не довязывать 6-10 раз по 2 петли с каждой стороны. Ну, это в зависимости от толщины ниток и сколько у вас ниток
вернее, сколько петелек было изначально набрано. Ну вот и все. Удачи!